Перед началом видео, пожалуйста, подпишитесь на наш телеграм-канал и ВКонтакте, чтобы не потерять друг друга в случае блокировки Ютуба. Ссылки в описании под видео и в закрепленном комментарии. В возрасте всего 22 лет Александр, правитель небольшого греческого королевства Македония, возглавил вторжение в огромную Персидскую империю. После ряда побед он сокрушил военную мощь персов в битве при Гавгамелах и занял персидский трон. Теперь, в 330 году до нашей эры, Александр продолжил свой поход на восток. Его цель – найти и убить Бесса, персидского узурпатора, претендовавшего на роль законного царя, и подчинить себе восточные провинции империи. Александр направился сначала в Ариану, ныне часть Афганистана, где персидский правитель Сати-Барзан поднял восстание после того, как вначале сделал вид, что подчинился Александру. Восстание было подавлено, а Сати-Барзан убит в одиночном бою греческим кавалеристом. Неподалеку Александр основал город Александрия в Ариане, современный Герат, один из примерно дюжины городов, которые Александр со временем основал, и почти все они носили его имя. Дальше Александр отправился в Фарах. Македонский двор имел давнюю традицию заговоров и убийств. За 6 лет до этого собственный отец Александра, царь Филипп, был убит своим телохранителем. Теперь ему сообщили, что Филота, командир его конницы, раскрыл заговор с целью убийства Александра, но держал его в тайне. Филота и его отец Парменион были одними из самых уважаемых командиров Александра и сыграли решающую роль во всех его великих победах. Но когда Филота под пытками признался в содеянном, Александр казнил его. А затем послал убийц в Экбатану, где Парменион был наместником, чтобы убить его еще до того, как он узнает о смерти сына и получит шанс выступить против Александра. В 329 году до нашей эры Александр возобновил преследование Бесса. По пути он основал город Александрия-Арахасия, современный Кандагар в Южном Афганистане. Когда он достиг Кундуза, Бесс был предан своими людьми и передан в цепях. Македонский отправил его обратно в Персию для казни, как цареубийцу. Александр продвинулся до современного Таджикистана, где против него восстали сагдийцы. Ему пришлось отбивать нападения местных племен и взять несколько городов штурмом. На берегу реки Яксарт он основал город Александрия-Эсхата, что означает «Александрия дальняя», названная так потому, что он, наконец, достиг границ Персидской империи. На эту границу часто совершали набеги кочевники, известные грекам как скифы. Александр заманил их в решающую битву у Яксарта. В результате македонский царь одержал сокрушительную победу, которая положила конец набегам. Но борьба с бактрийскими и сагдийскими племенами продолжалась, досаждая Александру и вынуждая его ввязаться в тяжелую партизанскую войну. К этому времени многие македонские войска были недовольны Александром. Большинство из них годами не видели своих домов, но их царь, казалось, был настроен на бесконечные завоевания. Хуже того,
Он начал перенимать ритуалы и одежду своего побежденного персидского врага, обычаи, которые они считали женоподобными и упадническими. В Мараканде, современном Самарканде, после яростного пьяного спора Александр убил Клита Черного. Клит был одним из лучших генералов Александра и человеком, который спас ему жизнь в битве при Гранике. Александр был полон раскаяния, но его растущее высокомерие отталкивало все больше и больше старых товарищей. Когда он попытался заставить своих соотечественников исполнить традиционный персидский ритуал проскинеза, преклонить колено перед царем, он перешел черту. Для греков это было кощунством. Только Бог достоин такого уважения, и Александр был вынужден отступить. В Бактрии был раскрыт еще один заговор с целью убийства Александра. На этот раз зачинщиком был царский паж, один из сыновей македонской знати, присутствовавших при царе. Гермолай был страшно озлоблен на Александра из-за кажущейся несправедливости. Его вместе с сообщниками пытали, а затем забили камнями до смерти. Калисфен, официальный историк Александра, также был замешан в заговоре. Его бросили в тюрьму, где он позже умер. Тем летом 327 года до нашей эры, согласно легенде, Александр был очарован красотой Роксаны, дочери бактрийского сатрапа. Их брак был также разумным политическим шагом, который помог положить конец местному восстанию против его правления и позволил ему продолжить свой поход в современный Пакистан и Индию. Теперь Александр готовился покорить самые восточные провинции Персидской империи, которые еще не признали его царствование. Для этого ему сначала нужно было пересечь горы Гиндукуш и достичь долины реки Инд. Продвигаясь двумя колоннами, его армия выиграла ряд стычек с Аспасией и Ассакани, пробиваясь в долину Сват на севере Пакистана. После ожесточенной осады Александр взял ассаканскую столицу Массагу. Согласно легенде, в ней правила прекрасная царица Клеофис, которая родила Александру сына, и ей было позволено сохранить свой трон. Правитель Таксилы, расположенный недалеко от современного Исламабада, заключил союз с Александром. Вместе они выступили в поход против Пора, царя Пауравы, в битве при Гидаспе. Это была самая кровопролитная битва Александра, поскольку боевые слоны Пора нанесли грекам огромные потери. Но несмотря на бесстрашие индийского царя, битва закончилась решительной победой Александра, в результате которой он получил контроль над Пенджабом. Александр хотел продвинуться в Индию, чтобы достичь Великой реки, которая, по мнению древнегреческих географов, образует край света. Но у реки Гефасис, известной сегодня как Биас, его армия взбунтовалась. Его люди прошли тысячи километров, сражались в бесчисленных битвах и не видели своих домов 8 лет. До них дошли слухи о гигантских армиях, ожидающих их в Индии. Они отказались идти дальше. Александр был в ярости, но ему пришлось повернуть армию вспять. Он проследовал по рекам Пенджаба к морю.
Путь занял 10 месяцев. По пути он разбил маллов, но во время штурма их столицы был ранен в грудь и едва не погиб. Достигнув побережья, часть армии под командованием Неарха села на корабли и вернулась в Персию по морю. Проплыв через Ормузский пролив и войдя в Персидский залив. Это было одно из величайших древних исследовательских плаваний, поскольку эти воды ранее были неизвестны грекам. Тем временем Александр повел остальную часть армии обратно по суше, через пустыню Гидроссии, которая сегодня находится на юге Пакистана. Но сильная жара и нехватка пищи и воды привели к ужасным страданиям и многочисленным смертям среди его армии. По возвращению в Персию Александр казнил нескольких своих наместников и губернаторов, людей, обвиненных в несправедливом правлении и ограблении храмов и гробниц во время его долгого отсутствия на Востоке. В Сузах он устроил грандиозную по масштабу массовую свадьбу македонских офицеров с 80 персидскими аристократками, чтобы укрепить связи между двумя царствами. Сам Александр женился на 2 персидских принцессах. Он также выплатил долги всем своим солдатам и приказал обучить 30 тысяч юношей со всей империи македонскому военному искусству. Но при Описе его македонские войска взбунтовались. Они были оскорблены тем, что Александр явно предпочитал персидских советников и персидские обычаи. Александр казнил зачинщиков и обратился к солдатам с речью, напомнив им о славе, которую они завоевали вместе, что в конечном итоге привело к эмоциональному примирению. В Экбатане от лихорадки умер самый близкий и доверенный друг Александра Гефестион. Царь был убит горем. Несколько дней не ел и приказал объявить по всей империи период публичного траура. Александр провел успешную кампанию против горных налетчиков Кассии, которых не смогли покорить даже персидские цари. Вернувшись в Вавилон, он был встречен посольствами от далеких народов, пришедших признать его величие. Эфиопов, ливийцев, европейских скифов, луканов, этрусков, галлов и иберов. Бактрийская жена Александра Роксана была беременна. Но когда он планировал свой следующий поход в Аравию или за ее пределы, у него внезапно началась лихорадка, и он умер через несколько дней в возрасте всего 32 лет. Причина смерти Александра так и не была установлена. Это могла быть малярия, холера, тиф или яд. Александр умер непобежденным в бою. Его репутация блестящего, бесстрашного и смелого полководца осталась непоколебимой. В результате его 10-летней кампании была создана одна из самых больших империй, когда-либо известных, простиравшаяся от Греции до Пакистана. Но она была огромной и нестабильной, держалась только на его собственном величии и имени. Александр не оставил никаких завещаний о преемнике, и его генералы вскоре начали сражаться между собой за создание собственных империй. Во время войны диадухов вдова Александра Роксана и его маленький сын были убиты. Его собственный золотой саркофаг, направлявшийся в Македонию для погребения, был похищен и оказался в Александрии в Египте.
Сегодня его местонахождение остается одной из величайших неразгаданных тайн в мире. Немногие люди оказали такое влияние на ход истории, как Александр Македонский. Захватывающий дух достижений его короткой жизни положили начало эпохи эллинизма, когда греческие идеи распространились по всей территории его бывшей империи, соединяясь с местными традициями и способствуя новым достижениям в искусстве, науке, управлении и языке. Некоторые из царств-преемников его великой империи были недолговечны, другие просуществовали века. Но все они, в свою очередь, пали под ударами новых сил. А на Западе – под натиском поднимающегося Рима. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал и группа ВКонтакте. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь. Там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Boosty, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминание в конце видео. Отдельная благодарность Ният М.